Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Спешу поприветствовать всех новых зрителей, которые к нам присоединились. Я вижу, что вы не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь. Сегодня мы начинаем заниматься нашим безумным проектом. Для начала, первая, самая главная наша задача, это все-таки разобраться с нашим донором. Нужно запустить мотор, понять, что все четко работает, и только после этого приступать к разборке. Так что вы присаживайтесь поудобнее, приятного вам просмотра, но мы начинаем возиться с нашим Тахо. Переднюю часть я уже немножко подразобрал, сейчас нужно дальше нам раскрутить, чтобы получить доступ к электрике и, соответственно, понимать, где у нас тут какие радиаторы, отсоединено, что не отсоединено. Также нужно разобраться вот здесь. Мы думали с Юрой, продавцом, с хозяином этой машины, что плывет радиатор коробки, но оказывается плывет радиатор гидроусилителя. Вот насколько я понимаю, это радиатор гидроусилителя, и вот он как раз таки он поплыл. А вот радиатор коробки, он все в хорошем состоянии. Поэтому, думаю, пока что на это мы обращать внимания не будем. Сейчас хочу снять вот эти вот части и с той стороны тоже чуть подразобрать, чтобы был лучше доступ и нам было лучше видно, что там и как у нас с основным радиатором. Так что разбираем. Кстати, чтобы снять фару у Тахо, достаточно вынуть два вот таких мощных штыря. Вот здесь один стоял, а здесь второй. Американские машины, они такие прям железные, можно сказать. Наверное, может, я ошибаюсь. Пишите в комментариях. И еще один вопрос. Если вдруг среди наших зрителей, подписчиков есть крутой специалист по перепрошивке блоков, который знает, куда какие провода идут на этой машине, то обязательно свяжитесь с нами, потому что наверняка нам понадобится помощь, связанная с запуском. Возможно, я еще не уверен, но мало ли. На всякий случай пишите. Заливаем антифриз немножко. Антифриз в виде воды. Нужно проверить, есть ли у нас где-то утечки. Вроде когда его тащили, откуда-то там поплыло. Да, видимо, из самого бачка плывет. Да, из самого бачка плывет. Сейчас оно выплывет все. И, в принципе, я думаю, можно запускать. Это не страшно. Накинул аккумулятор, сделал массу для топливного насоса. Как выяснилось, у нас вроде бы не хватало просто массы на топливном насосе. Ну, сейчас попробую запустить. По идее, он должен запуститься. Стартер не срабатывает вообще опять. А может, стоп. Точно, он на нейтрал. На пар. Работает четко, автомат работает, все вообще класс. Но нету зарядки. Как-то она была потухла. А вот даешь газ и тут загорается опять. В общем, непонятно, что с зарядкой, но коробка работает, он едет. Это самое главное, И чуть-чуть газанул, как-то пропадает зарядка, лампочка зарядки. Ну, не знаю, что-то, видимо, может быть какая-то шоколадка или просто защита. Не работает АБС, вот, и горит, как будто он на ручнике стоит. Но так, самое главное, что он запустился, работает, по-моему, четко. Все классно. Сейчас посмотрим с гидрачом, что попробуем долить туда масло. Пытаюсь снять бампер. Бампер железный в пластиковом обвесе. Вот, сейчас для того, чтобы снять бампер, пришлось снять вот этот подкрылок. Там на нем еще проводка вижу. Здесь сразу снимаешь подкрылок и открывается хорошая обзорность. Юра там крутит Volvo. Смотрит амортизаторы. Так, ну а мы же крутим американский V8. Такой красавец, а?
И у нас один болтик. Вот он. Вот этот болт держит бампер. Надо его открутить. Ну и бачок. Лопнул бачок на антифриз. И вот теперь все это дело капает. В целом Таха в очень хорошем состоянии. Конечно, жалко, что такая ситуация произошла. Он весь такой, и низы дверей, все целенькое. Машина неплохая на самом деле. Мощная очень рама. Очень мощная, но слабая подвеска, я считаю. То есть мы до нее еще доберемся, но вот слабенько все сделано, мне кажется, для такого тяжелого внедорожника. Ну, возможно, я ошибаюсь. Здесь убрать крошку, вот эту всю асфальтовую, и заложить плиткой. Для этого сейчас запустим Тахо, перегоним его туда на яму, в соседний бокс, и ханамагом здесь заберем эту часть крошки и закажем плитку. В общем, такой план. Запускаем Тахо, посмотрим, как он с утра запустится. Таха пока что будет стоять здесь на ямке, но по вашим многочисленным советам приварил крючок вот сюда по центру ковша. Там тоже нашел трещинку, подварил. Теперь мы можем уже полноценнее пользоваться ханамагом как краном. То есть легко будет зацепить чалку, именно по центру чалку зацепить, потому что с края все-таки опасно немного. И бывает, если попу поворачиваешь у погрузчика, то можешь и кульнуться, как у нас было с Monster Max. Сейчас хочу почистить этот ковш, здесь убрать глину, потому что она здесь нам мешает. Вот, ну и попробую здесь зачерпнуть, убрать вот эту вот крошку и будем ложить плитку. Да, это дорого, но надо навести порядок. Также огромная благодарность Артему из Одинцова, который нам оставил у соседей небольшой подарочек и письмо. Артем, огромное тебе спасибо. Вечерело. Вот смотрите, какая красота. У нас здесь уже площадка выровнена. Все ханамагом вынули, вытащили. И к нам уже едет плиточка. Сейчас разгрузит манипулятор. И завтра будем укладывать. Вот такие новости. Работаем. Друзья, у нас второй день. Посмотрите, мы уже застелили плитку. Сейчас варим большой стеллаж. Вот вдоль стены будет стоять. Заготовили уже фанеру. И будем сейчас состыковывать две части большого-большого верстака. Только нужно сделать маску, да, Юр? Не видно ничего. Не, ну смысл глаза портить. Ну да. Сейчас сварим, потом их состыкуем и между собой тоже сварим. И будет красота. Наши новые стеллажи уже приобретают форму. Сейчас варю перемычки нижние. Юра поехал собираться в рейс. И попробуем сейчас ставить первую фанеру. По нашей технологии. Работает. Вообще четко. Все, продолжаю варить. Работы очень много. 9 перемычек на один ряд. И у нас 5 рядов. 4, 6 рядов. Вот, 9 на 6. Вот столько нужно напилить перемычек и их варить. Работаем.
Наверное, все-таки 3 дня потрачены не зря. Осталось мне только закрепить эти деревяшки. Но, к сожалению, сегодня у меня нет саморезов. Завтра с утра этим займусь. Ну и завтра начну уже раскладывать наше все барахло. Очень хочется поскорее уже все это сложить. Аккуратно, красиво, чтобы наш гараж все-таки радовал глаз, а не постоянно я натыкался на какой-то мусор или еще что-то. Вот, так что до завтра. Завтра продолжим заниматься нашим гаражом. Потихоньку навожу порядок, раскладываю все вещи. Обрезаю канистры помечаю. Все пишу, где, что и как. И вот так вот все преобразовывается. Но это в любом случае лучший вариант, нежели чем у нас все валялось на полу. Вокруг невозможно было пройти. Я думаю, еще чуть-чуть мне потрудиться, и у нас будет хороший результат. Продолжаю наводить порядок у нас на базе. И следующая наша задача — это убрать ненужные шины. Сейчас запустил КАМАЗ. В КАМАЗа закинем ненужные шины на той стороне, а потом погрузчиком докидаем эти и вывезем на переработку. То есть наводим порядок прям уже усиленными темпами. Техника помогает нам, и это очень классно. Назад по чуть-чуть. Дим! Одно внутри. Обожаю КАМАЗ. Идем. Гравиечка. 60 поливаем спокойненько. Знакомый звук двигателя. КАМАЗ, конечно, едет очень мягко. Нам нужно вот туда, к синим зданиям. Куда-то в ту сторону. Андрей нам помогает. Андрей, передай всем привет. Всем привет. Кстати, друзья, вы тоже можете приезжать к нам в гости. Сейчас, кстати, вот вышел новый указ, и в 35 стран мира добавлены для безвизового въезда в Беларусь. Так что милости просим в нашу дружелюбную Беларусь. Какую-то всунул, Андрюха, не знаю. Какую-то не ту. Что? О! Погнали. Разбираем Шрека. Тоже нужно навести с ним порядок. Стоит он уже очень долго. Дальше мы его не будем делать. Это конец проекта. Вот один из наших законченных проектов. Вы часто спрашиваете, что и говорите о том, что мы не заканчиваем проекты. Вот видите, сейчас закончим его. Распилим на металл. Все сдадим в металлолом. Единственное, оставим себе главную передачу. Ну и, наверное, радиатор может тоже пригодиться. А так все, наверное. Может, карданы откручу. Мало ли еще что-то где-то делать пригодятся. Но все пойдет в металлолом. Здесь же мы сложим сейчас колеса. От Шрека колеса уже сложили. И сюда перевезем от Праги. Тоже сложим все в стопочку, чтобы все стояло аккуратненько здесь. Ну и у нас освободится здесь большое пространство для еще одного проекта.
Сейчас поставим нашего зилка сюда поаккуратнее, вот в эту сторонку. И я думаю, он нам не будет мешать в ближайшее время. Следующее, чем мы займемся, это продолжим наводить порядок там внутри, в самом гараже. Давай, давай, давай. Хорош. Мотор работает хорошо. Медленно, но верно в уборке нашей территории я уже переместился немного на улицу. Здесь вокруг у нас все в бедламе. Внутри здесь навели порядок немного. Юра помог. Вот так пока что выглядит. Все разложено по полкам, но нам нужны еще стеллажи. Не хватает стеллажей. Вот, ну будем разбираться. Вот здесь у нас еще стеллаж тоже не очень красивый, но основная масса здесь запчасти для Богдана, которые по сути нам уже не нужны. Ну а здесь тоже чуть поднавели порядок. Со временем еще чуть-чуть мы возьмемся и обязательно добьем уже порядок в гараже. Возможно, даже сделаем еще один большой-большой стеллаж вот сюда. Так что продолжаем работу. И сейчас я столкнулся с одной маленькой проблемой. Как казалось, мне нужно долбануть стекло, оставшееся с автобуса. И я уже разбил 3 плитки, но не могу никак разобраться с этим стеклом. Вот смотрите, беру кирпичину, да, и кидаю. И нифига. И 3 кирпича там уже раздолбал. Еще один. О! Но я вам скажу, стекло держит очень большую нагрузку. Держало. О, оно еще двойное, видите? Так что Мерседес делал на совесть. 84-го года был автобус, по-моему. Монтируем блоки на Ханамаге фундаментные, так что Ханамаг нас выручает. Ну, по-моему, нормально. Чуть-чуть выше, тут уже не страшно. Это специально, чтобы уклон был. Да. А там почему нет уклона? Туда, чтобы уклон. Вода стекала с блока сверху. Все понятно. Внутри там песок, и у нас пустое колесо. Нужно накачать. Следующее, что нам нужно сделать, это поставить нашего зилка на учет. Пока есть время, сейчас съездим в ГАИ, сверим все узлы и агрегаты и поставим его на учет. Это один из этапов, который обязательно нужно пройти. Прежде чем мы начнем что-то переделывать, нам нужно, чтобы все документы были в порядке. Сейчас только осталось нам накачать воздух. Ой, мы на передаче. Накачаем воздух и будем выезжать. Вроде бы проходим, все-таки видите, сидельный тягач, верткий, быстрый, и все простенько на нем. И заехать, и выехать. Главное не забыть закрыть ворота. Пойду закрою. Приехали в МРЭО, стоим. Зилок описался очень сильно. Очередь 4 вечера, но пока еще. Сейчас пройдем осмотр, подпишут нам заявление и будем получать номера. Людей много. В зилке накрылся замок зажигания, блин, чуть разобрался, чуть успел его сделать, подсоединил напрямую. Все, мы оформились. Документы на месте. Номера у нас вот такие: 02866. Блатные номера. Долил воды и можно стартовать. Теперь ЗИЛ глохнет только тогда, когда выключишь массу. При других условиях он не глохнет. Потихоньку катимся, вибрации сумасшедшие. Конечно, ЗИЛ вибрирует очень сильно, надо будет смотреть карданы. В гараже порядок, тоже навели порядочек на улице. Сейчас покажу вам. Юра здесь занимается восстановлением ресивера.
капота Таха. И здесь тоже навели порядок. Вот здесь у нас будет такая склад металлолома. Сейчас сделаем такую табличку, тоже надо обязательно сделать. Вот, и потихоньку начинаю разбирать Тахо. Наконец-то. Наша задача разобрать переднюю часть, посмотреть, как это что будет у нас получаться. Запчасти сложим сюда, возможно, даже как-то что-то попытаемся выпиливать. Но как только мы разберем вот эту часть, будет более понятно, на что мы можем рассчитывать, какие размеры, какие параметры нам подойдут, какие нет. Снял здесь воздушный фильтр, снял бак расширительный, и уже стал гораздо лучше доступ к нашим всем элементам. Ну вот сейчас еще отключу газовый редуктор. Ну вот, пока что не знаю, как тут быть с кондиционером, но скорее всего придется с него выпускать фреон. Дело в том, что он здесь даже есть. Я так понимаю, что да, видите, то есть вся система герметична во всяком случае. Поэтому продолжаю разборку и будем дальше принимать решение, как тут, на чем останавливаться и как быть. Кассета из 4 радиаторов. Основной радиатор кондиционера, радиатор на гидроусилитель. Все отсоединены, кроме коробки. У нас здесь коробка осталась. Трубки на кондиционер я тоже отсоединил. Фреон выпустил. Вот все отсоединено. В принципе, можем снимать тоже радиатор кондиционера. Вот здесь отсоединил от салона. Соединил трубку на задний кондиционер. Вот тоже он, как оказалось, видимо, целый и рабочий был. Вот. Ну, сейчас будем снимать дальше радиаторы. Так, немножко пострадал. Вот. Как здесь сразу стало больше места. И видите, моторный отсек Таха предполагает установку еще, наверное, V12 мотора, потому что запас здесь достаточно большой. И только что снял бачок с незамерзайкой. Полный незамерзайки, все четко. То есть заправлен кондиционер, незамерзайка. Ну все по красоте. Юрию огромное спасибо. И, конечно, жаль, что так получилось. Вот машина чувствуется, что хорошая. Также я снял уже блок управления двигателем. Смотрите, вся вот эта проводка у нас, я так понимаю, возможно, к демонтажу. Сюда ее вот на мотор поместим. Это нам потом позволит больше разобраться. Вот, ну, пока что вот такая вот стадия у нас. Продолжаем разборку. Юра помогает. И он снимает сейчас двери. Тоже достаем всю проводку из дверей, чтобы нам не путать и ничего не резать, чтобы проводка пока что оставалась целой. Дербан идет полным ходом. Проводки здесь, конечно, ужас сколько. И так везде, просто везде, во всех системах идут какие-то провода, кишки. Туда он пошла, вся проводка. В общем, будет весело, но машина сама по себе качественна. Все клипсы такие надежные, четкие. Все так качественно сделано, и это факт. Сейчас откручу вот этот какой-то блок. За что он отвечает? Вообще без понятия. Газовый блок тоже будем снимать. Одним словом, работы еще очень-очень много. Продолжаем. Предельно просто трапеция дворников снимается элементарно за 3 секунды. Удивительная конструкция в дверях Таха. Дверь стоит просто на штифтах. И все. И одним болтиком крепится. Ну, 2. Вот на таких 2 штырях держится завеса и одним болтиком прикручивается. То есть дверь просто чик-чик, за 3 секунды можно снимать двери. Если бы не проводка, разъема на проводку нету. Пытаемся открутить сиденье и нашел вот такую копейку с той стороны, с пассажирской.
Может, есть кто специалисты. Написано United States of America. 1 дим. Вот. Символично. Это Дима, 1 дим. Ну, а здесь написано Liberty. Свобода. In God we trust. 1979 год. В общем, такую вот монету нашли. Юра ее уже забронировал. Он собирает монеты. Так что будет у него пополнение в коллекции. Для того, чтобы снять сиденье, нам пришлось обратно одевать аккумулятор и сдвигать сиденье. Болты вот такие. Но все удалось, открутили. Сейчас осталось только лишь его снять. Они тяжелющие до ужаса. Юра продолжает битву за монеты. Что там? 1816 год. Ничего Это себе. старая машина. Какого года выпуска эта машина? Ну-ка еще давай, вон еще смотри монеты. Они уже такие уставшие. Ну ты восстановишь, я думаю. Ну это вот вряд ли. Подними. Я что-то уже прикрутил. Не, ну так не должно оно тут прям сняться вот так вот. Должно. Ну тут чопики вот надо вынуть, смотри, Юр. У меня здесь есть, и у тебя наверняка есть. Тут чисто крепится вот. Ну, сейчас будем разбираться как-то что. И дальше дербанить Тахо. Вот вся проводка в желобах лежит, видите, в таких. Вообще класс. Так, внутри здесь климат. Провода на скрутках. Сейчас надо вот с этой проводкой нам разобраться как. Раздербанили и среднюю консоль. Тоже ее сняли. Здесь проводка уже вся готова к тому, чтобы убирать ее. И, наверное, сейчас отрежем ковер, снимем ковер, чтобы нам понимать. Потому что нашли вот здесь блок в ужаснейшем состоянии. Я не знаю, кто опытный у нас таховоды, напишите, что это за блок. Но он такой весь алюминиевый утопленник, походу. Ну, я думаю, ковер нужно бахнуть вот здесь. Не, лучше с запасом. И все. Юра, здесь сейчас еще столько же монет, прикинь. И хороший сохран. Вот это шумка, я понимаю, блин, в машине лежит. Давай вместе с шумкой режь. Так, мы его не снимем. Ну, сейчас снимешь это, потом будешь отдельно шумку эту тащить, наверное. Ну, хотя не, наверное, раздельно. Так. Все, там отрезал, да? Хорошо. Остановились мы вот на таком состоянии. Располовинили здесь проводку. На заднюю часть ее уже отрезали. Здесь проводка чисто идет. Проводка, я так понимаю, на фонари, стопы там, на это все. Она нам не особо важна. С этой проводкой несложно разобраться. Я по номерам все пометил. Если что, можно жгут этот восстановить. Это вообще не проблема. Следующая наша задача. Если кто еще не понял, потому что я по комментариям вижу, много кто пишет, что двигатель такое уже было. Да, двигатель ставили. Но моя задача поставить не только двигатель, а поставить еще и панель, и сиденья. Все, чтобы внутри наш ЗИЛ был Chevrolet Tahoe. Вот такая задача. Задача непростая, безумно сложная, но нам нужно ее реализовать. Это мечта, которую я хранил в себе 2 года. То есть я хотел такую машину. Вот хотел. Сделаем. Пришлось сначала снять пульт управления полным приводом, только потом смог отсоединить все необходимые фишки. Все, эта сторона разобрана. Ползем дальше. Попытался я снять вот эту верхнюю накладку, но понимаю, что я ее не сниму. Можно ее снять только со всем каркасом. Но, наверное, пока что я спешить не буду. По той простой причине, что мне нужны размеры, чтобы было понятие, как я смогу интегрировать это в ЗИЛа. Как только я сниму эту панель, не совсем будет понятно ее соотношение с вот этой внутренним тоннелями и этой внутренней всей оболочкой Tahoe. Вообще, в идеале это интегрировать весь вот этот моторный щит с куском вот этого пола.
Ну, там он не очень в состоянии, поэтому не знаю. И там еще у нас крепление кабины зила, подушек. То есть там, ну, возможно, оно все это будет выглядеть не очень красиво. Поэтому, может быть, либо часть моторного щита будем вставлять. Пока еще не знаю, сам не представляю. Поэтому решил чуть-чуть подразобрать переднюю часть, чтобы больше было представление, что у нас происходит спереди. Здесь уже у нас понятны размеры. Еще у нас понятно, что можно будет сместить воздуходувы, потому что там просто торчат, даже зазор есть между вот этими пластиковыми участками и самой печкой. То есть там есть зазорчики, примерно вот такие. То есть это тоже хорошо, можно, если что, на крайняк изобрести какие-то, ну, в общем, можно сместить воздуходувы. Это важно, потому что, возможно, нам придется панель под зиловскую там часть запускать. Но это уже потом мы посмотрим. Пока что нам нужно разбирать и делать все замеры. Насколько я понял, крыло Таха — это суцельная конструкция, которая вот вместе с подкрылком, вот вся эта часть. Потому что пытаюсь откручивать, нифига оно не гуляет. Только вся конструкция целиком гуляет. Вот, и, видимо, это вот так вот сделано в Тахо. То есть, если снимешь крылья, то будет просто кузов стоять. Сейчас буду пробовать дальше разбирать. Да, как я и предполагал, блин. Крыло — это прям часть несущей конструкции. Так, снизу что-то еще держит. Крыло Тахо, ё-моё. Вам случайно эта конструкция ничего не напоминает? А ведь ЗИЛ собран один в один, тоже можно разобрать всю морду, и будет стоять только двигатель и часть кузова. То есть, представляете, американцы украли технологию производства на ЗИЛе и сделали точно такую же схему. Вот так бывает. Алюминий. Демонтировал я второе крыло, и здесь остается вот столько проводки. Я не знаю, я искренне не знаю, как я это все буду делать, но если я это сделаю, то с вас, друзья, ну я не знаю, бутылка водки точно. Еще из необычного, что я вам не рассказывал, это гидравлический усилитель тормозов. То есть не пневмо или не вакуумный усилитель тормозов, а именно гидравлический. Именно такая конструкция у нас стояла на Богдане, тоже на автобусе. Вот, ну, подобного типа. Ну, вот, тоже гидравлический усилитель. Ну и вот в Тахо тоже реализован именно гидравлический. Его нам, естественно, придется демонтировать, он нам не нужен. Вот, у нас будут пневматические тормоза на ЗИЛе. Поэтому пока что, наверное, я начну отсоединять моторную косу, чтобы нам понимать, куда эту проводку всю скомпоновать, и чтобы мы могли снимать двигатель. Отсоединяю правую сторону проводки. Это у нас 4 фишки на газовое оборудование и 4 фишки на форсунки. Значит, где они? Форсунки наши, вот. Вот они, 4 на форсунки. Так, дальше. Здесь вроде бы все. От катушек основную фишку я отсоединил. По-моему, катушки можно оставить на блоке. Катушки именно здесь. На каждый цилиндр своя катушка. Вот, сейчас мне нужно отсоединить наше газовое оборудование. Как-то тоже попытаться. Ну, электрику, во всяком случае, от него. Здесь все просто. Достаточно, да. Вот
этот датчик, не знаю как он, может разъем где-то есть, и электромагнитный клапан. Сейчас будем разбираться, отсоединим газ и потом останется ту сторону. Заслонку отсоединил, ну в общем продолжаю работать. Так, с пассажирской стороны у нас идет коса на датчик антифриза, на лямбды, 2 кабеля. Кстати, лямбды вот на пломбах стоят, такой первый раз вижу. Для чего? Пишите, типа гарантия какая-то была или что, какие-то пломбы, в общем. Так. Да. И, в принципе, на форсунке и на катушке провода. Остальное все у нас идет не пойми куда. По чуть-чуть уже освобождаю все это. Сейчас будем эту сторону разбирать. Нужно отсоединить газовые форсунки, бензиновые форсунки. Ну и еще, может, какие-нибудь датчики. Ну, сейчас посмотрим. Что я хочу вам сказать, братва. Ну, это жопа. Да. Столько проводки. Я не знаю, как это будет выглядеть. А самое главное, что я не могу долезть. Вот еще целый жгут. Он уходит туда, куда-то. Я так понимаю, наверное, там блок управления коробкой стоит. Возможно, я не знаю, просто предполагаю. И туда я вообще не представляю, как долезть. Возможно, когда мы немного вынем мотор, то тогда, наверное, будет доступ, чтобы там отсоединить проводку эту. Но это безумие. Это безумие. Такое количество проводки. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю сейчас? И здесь шанс какому-то проводу отвалиться и переломаться, он просто максимальный. Ну, вот это вот все. Это ужас. Это безумие. С этим всем мы будем продолжать заниматься уже в следующих сериях. Как это будет выглядеть, я пока не знаю, но Юра вот-вот вернется с рейса, он нам поможет. Вот. Ну и, друзья, ваша поддержка, конечно, как обычно. Я знаю, что сейчас на YouTube где-то плохо смотреть, но старайтесь смотреть на мобильных устройствах, потому что ваша поддержка, вы сами понимаете, нужна. Проект безумно сложный, безумно дорогой, но я морально, духом прям вообще, уверенно чувствую себя и думаю, что у нас все получится. Работы предстоит еще очень много. С вас обязательно подписка. Огромная вам благодарность за поддержку на Boosty. Если у вас есть желание поддержать нас, то переходите по ссылкам в описании и поддерживайте нас. И еще вы будете получать периодически информацию о том, что у нас происходит в гараже. Каждые 2-3 дня практически онлайн. Так что всем советую. Ну и в следующих сериях, я не знаю, возможно, мы займемся Зилокраном, возможно, продолжим Зилотахом. Или я не знаю, как называть этот проект. Но вы обязательно ваши предложения скидывайте в комментариях. Мне будет самому очень интересно почитать. Может быть, будет какое-то интересное название, и мы его и возьмем. Ну, наверное, Зилотах или Тахазил, что-то такое будет оптимально. Также хочу вам пожелать только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего только самого наилучшего. Всем пока.